Привет! Это краткая сводка ключевых событий глав с 276 по 280. Идеальная подготовка к дальнейшему чтению про бессмертного мастера Хань Ли. Наш герой выходит из векового уединения с невероятными новыми силами, но сразу ввязывается в смертельно опасную авантюру ради ресурсов. Во-первых, магия времени полностью восстановлена. Более 100 лет ушло на это, но результат потрясающий. Жутко мощная техника иллюзий, меняющая реальность для врагов. Плюс рецепт особой пилюли Дао для радикального усиления. Ингредиенты стоят космических денег, но с флаконом, контролирующим небеса, это реально. Во-вторых, пугающее открытие. Через уникальный артефакт Хань Ли открывает портал в жуткое измерение, где все мгновенно стареет и рассыпается в прах. Демоны, артефакты — все обратимо во времени. А в саду прорастает загадочное семя будущего магического защитника. Нюанс. На листьях появились странные золотые узоры. Мутация на удачу или катастрофа? Пока загадка. Возможно, реакция на вековое излучение времени. Наконец, новая миссия. Из-за нехватки денег Хань Ли берется за элитное задание тайной гильдии наемников. Под маской животного он летит с бойцами на гигантской серебряной лодке защищать богатую школу магов от крупного вторжения. Вооруженный разрушительными иллюзиями и непредсказуемым растением, герой идет в битву, где ставки максимальны. А теперь слушаем дальше. Глава 281. Секта священных марионеток. На серебряной духовной лодке в форме полумесяца находился трехэтажный павильон, который был полностью белого цвета, как будто высеченный из куска нефрита, а на его поверхности были выгравированы всевозможные красивые диаграммы и скрытые руны. На первом этаже есть комнаты отдыха, в каждой из которых вы можете выбрать себе одну. Мы снова соберемся здесь через 3 дня, и тогда я объясню вам задание. Однако я сама знаю не так много, и все подробности будут раскрыты, как только мы доберемся до секты священных марионеток, сказала Целинь-3 всем, а затем поднялась в воздух. С каждым шагом, который она делала по воздуху, под ее ногами распускалась проекция цветка снежного лотоса, образуя лестницу, ведущую на 3-й этаж павильона, где она открыла дверь, прежде чем войти внутрь. Хань Ли смотрел на 3-й этаж павильона с озадаченным выражением лица. Целинь-3 была в малиновой маске, как и та, что носил Змей-3, так что она явно была членом более высокого уровня, чем члены гильдии странников с лазурными масками. Несмотря на то, что он не мог определить ее уровень культивации, у него было ощущение, что есть очень большая вероятность, что она золотой бессмертный. Если эту миссию действительно возглавляет культиватор стадии золотого бессмертного, то, скорее всего, она будет очень сложной, поэтому мне нужно быть очень осторожным. Как раз в этот момент к нему подошел Целинь-9, который с улыбкой сказал: «Я не думал, что ты тоже примешь эту миссию, собрат Даос Змей-15. Похоже, мы снова будем работать вместе. Предлагаемая награда довольно существенна, поэтому я не мог не соблазниться», ответил Хань Ли с улыбкой. «Эта миссия довольно особенная. Я уверен, что ты тоже это заметил, верно, собрат Даос?» спросил Целинь-9. Хань Ли кивнул в ответ. «Ты имеешь в виду обстоятельства, связанные с миссией, и необъяснимо высокую награду, которая предлагается, верно, именно. Марионетки, созданные сектой священных марионеток, всегда были исключительными и обладали замечательной духовной природой, что делало их чрезвычайно популярными среди многих сект. Следовательно, они находятся в очень хороших отношениях с большим количеством сект, и я слышал, что мастер секты духовного вкуса и горный мастер горы скрытой брони имеют чрезвычайно тесные личные связи с мастером секты священных марионеток. Однако, насколько мне известно, секта священных марионеток не обратилась ни к одной из этих сект, чтобы отразить врагов, описанных в миссии. Вместо этого они обратились исключительно к гильдии странников, размышлял Целинь-9. Возможно, на этот раз секта священных марионеток столкнулась с какими-то серьезными проблемами, поэтому эти более мелкие секты могут не иметь достаточной силы, чтобы помочь им. В любом случае, это не то, о чем нам стоит беспокоиться. Все, что нам нужно сделать, это выполнить задание ради награды, ответил Хань Ли с беззаботной улыбкой. Это правда. В любом случае, секта священных марионеток чрезвычайно богата, так что я уверен, что они смогут позволить себе предложенную награду. В последнее время у меня небольшой дефицит камней бессмертного происхождения, усмехнулся Целинь-9. У обоих уже было представление о личностях друг друга, но ни один из них не решился озвучить свои подозрения.
Вместо этого они начали болтать на какие-то несущественные темы, и между ними даже возникло своего рода молчаливое согласие не обсуждать предыдущее задание. Спустя несколько мгновений духовная лодка начала слегка дрожать, когда все руны по всей ее поверхности зажглись, а она отчалила от побережья континента Древнего Облака, летя в юго-западном направлении. Все на духовной лодке быстро добрались до первого этажа павильона, прежде чем каждый выбрал себе комнату и вошел внутрь. Целинь-9 тоже сделал то же самое, и вскоре на палубе остался только Ханьли, который смотрел вдаль. Слегка мутная морская вода у береговой линии разбивалась о все неровные скалы на берегу, разбрасывая во все стороны комья белой пены. Несколько месяцев спустя. В юго-восточном углу континента Адского мороза находилось обширное синее море с рябью волн и легким ветерком, дующим над его поверхностью. В чистом голубом небе над ним быстро приближалась духовная лодка в форме полумесяца, на палубе которой стояло около дюжины человек, всматривающихся вдаль, где на горизонте виднелось серое пятно. По мере того, как духовная лодка подходила все ближе и ближе, серое пятно начало расширяться, прежде чем, наконец, открылся его полный вид. Это был огромный яйцевидный остров, усеянный скалами и редкой растительностью, и даже с очень большого расстояния можно было увидеть каменные залы, разбросанные по всему острову. Вокруг острова было 7 или 8 более мелких островов, которые окружали его, как стражники, и вскоре духовная лодка прибыла в небо прямо над островом. Ханьли стоял слева от духовной лодки рядом с перилами, всматриваясь в остров внизу с синим светом, вспыхивающим в его глазах, и он внезапно приподнял бровь. Он обнаружил, что весь остров и окружающие его более мелкие острова были охвачены почти прозрачным полусферическим световым барьером с волнообразной рябью, постоянно пробегающей по его поверхности. Все гигантские валуны на острове были разрезаны на ровные и однородные формы, прежде чем быть сложены вдоль береговой линии таким образом, который казался совершенно бессистемным, но на самом деле был тщательно продуман. Те, кто не разбирался в искусстве формаций, скорее всего, подумали бы, что эти валуны были сложены, чтобы сформировать довольно неровную оборонительную стену, но Ханьли мог сказать, что эти валуны были основой формации, защищавшей остров, в то время как окружающие острова были важными точками в формации. Он направил свой взгляд на ближайший к нему маленький остров и заметил, что в центре острова находится круглая пагода, которую окружают широкие дорожки, соединенные между собой, образуя формацию. Как раз в этот момент остров внизу внезапно начал сильно дрожать среди громкого гудящего звука. Увидев это, на лицах всех присутствующих на духовной лодке появилось настороженное выражение, и они посмотрели вниз, чтобы обнаружить, что морская вода, окружающая остров, начала бурлить, как будто ее довели до кипения, вздымая огромные волны высотой в сотни метров. Морская вода еще недавно была относительно чистой, но после этого возмущения стала довольно мутной. На острове открылась серия однородных трещин шириной в несколько десятков метров каждая, и они продолжали расширяться все дальше и дальше, медленно открывая весь остров, как шкатулку. Среди громкого грохота многие большие участки острова начали медленно подниматься с земли в воздух, а затем смещаться по горизонтали, открывая участки внизу. Площадь всего острова мгновенно значительно увеличилась, и с участками, парящими в воздухе, он превратился в трехступенчатый остров. В отличие от серого и бесплодного верхнего слоя, два нижних слоя были пышными и яркими, с гораздо более красивой окружающей средой. Эти слои были усеяны лесами и реками, одна из которых текла со второго слоя на нижний, образуя вертикальный водопад в воздухе, представляющий собой уникально потрясающее зрелище. Даже все члены гильдии странников на духовной лодке не могли не удивиться увиденному, явно впечатленные механизмами, установленными на острове. Как раз в этот момент защитная формация над островом вспыхнула, и в ее центре появилось отверстие, как раз достаточное для того, чтобы в него могла поместиться духовная лодка. Духовная лодка прошла сквозь формацию, а затем медленно спустилась к белой каменной площади на первом уровне острова. После того, как все сошли с лодки, Целинь-3 взмахом руки убрала ее. К этому моменту на площади уже ждало около дюжины человек во главе с женщиной в синем дворцовом платье. Она была невысокого роста, но с очень пышной фигурой, и даже сквозь тонкую вуаль, скрывавшую ее лицо, все равно можно было разглядеть очертания великолепных черт лица, оставляя простор для воображения. Ханьли быстро заметил, что женщина была культиватором поздней стадии истинного бессмертного, и ее аура была очень стабильной и сконцентрированной, что указывало на то, что она уже много лет находится на поздней стадии истинного бессмертного. Дюжина или около того человек, стоящих за ней, также были истинными бессмертными, но большинство из них были только на ранней стадии. На их лицах не было никакого особо примечательного выражения, но по какой-то причине все они, казалось, таили в глубине своих глаз нотки беспокойства. «Вы, должно быть, устали от путешествия, товарищи даосы. Пожалуйста, отдохните в зале, и я скоро сообщу вам подробности задания», сказала женщина в дворцовом платье, слегка поклонившись.
Целинь-3 кивнула в ответ, и женщина в дворцовом платье провела всех в зал. Рельеф местности вокруг площади был довольно разнообразным, и весь ландшафт был усеян круглыми или квадратными серыми каменными столбами, на которых были выгравированы всевозможные скрытые руны и странные линии, а земля также была покрыта сложными узорами формации. Хань Ли даже смог обнаружить намеки на флуктуации формации от старинных зданий, скрытых среди деревьев в окружающем лесу. Он нисколько не удивился, сделав это наблюдение. Большинство совершенствующихся, которые были искусны в искусстве управления марионетками, также обладали значительными знаниями в области формаций, учитывая, что для совершенствования марионеток требовалось высокое мастерство в области формаций. Еще в царстве духов Хань Ли стал довольно искусным мастером марионеток, но с момента своего прибытия в Северный ледниковый регион бессмертных он постоянно был занят совершенствованием и довольно долгое время не занимался искусством марионеток. Теперь, когда я пришел в знаменитую секту священных марионеток Северного ледникового региона бессмертных, я собираюсь попытаться найти возможность узнать, как я могу создать подходящий новый сосуд для Даоса Се. Однако пока что его первоочередной задачей было помочь секте преодолеть ее нынешний кризис. С этой мыслью он не мог не задаться вопросом, кем будут их враги. Все долго шли по площади, прежде чем наконец добрались до красного зала, который выглядел немного устаревшим. За это время Хань Ли заметил, что женщина в дворцовом платье несколько раз оборачивалась, и каждый раз ее взгляд падал на Бай Сюань в маске кролика. Войдя в зал, женщина в дворцовом платье и Целинь-3 сели на два главных места, в то время как старейшины секты священных марионеток и остальные члены гильдии странников сели по обе стороны от них. Слуги, ожидавшие у входа в зал, уже заварили немного духовного чая, который был предложен всем, как только они сели. Прозрачный зеленый чай был разлит по чашкам, из которых поднимались клубы белого пара, и весь зал наполнился ароматным запахом. Хань Ли приподнял бровь, глядя в свою чашку, и увидел ряд чайных листьев, зеленых и ярких, как нефрит, разворачивающихся в воде. Кроме того, они испускали обильную духовную ци, что указывало на то, что это был чрезвычайно высококачественный духовный чай. Он как раз собирался взять свою чашку, как краем глаза заметил, что на пальцах их руки, держащий чайник, есть слабые круги золотых узоров. Увидев это, он был несколько озадачен и тут же поднял глаза, чтобы обнаружить, что эти слуги были марионетками, несмотря на то, что их внешность и плавность движений ничем не отличались от обычных людей, и они испускали ауры, идентичные низкоуровневым культиваторам. Дьявол всегда кроется в деталях, и уже по одному этому Хань Ли мог сказать, что секта священных марионеток действительно обладает некоторыми уникальными знаниями в искусстве совершенствования марионеток, и это только усилило его любопытство к техникам управления марионетками этой секты. Глава 282. Размещение на 3 года. Спасибо всем, что проделали такой путь до нашей секты священных марионеток. Пожалуйста, отдохните и насладитесь духовным чаем. Я заместитель мастера секты священных марионеток, и я буду руководить действиями в этой оборонительной битве. Я надеюсь, что все вы сможете помочь мне в предстоящей битве, и все вы будете вознаграждены, если мы сможем отразить врага, сказала женщина в дворцовом платье. Мы пришли сюда, чтобы выполнить свою миссию, поэтому не стесняйтесь обращаться к нам. Больше всего меня и моих товарищей даосов из гильдии странников беспокоит нынешняя ситуация секты священных марионеток, а также то, кто будут нашими врагами, когда они придут и скольким из них нам придется противостоять, сказала Целинь-3 прямо и откровенно. Услышав это, все члены гильдии странников, включая Хань Ли, повернулись к женщине в дворцовом платье. «По правде говоря, у меня нет ответов ни на один из этих вопросов», ответила женщина в дворцовом платье с кривой улыбкой после недолгого колебания. «Что, вы даже не знаете, кто ваши враги?» «Это шутка, мы не собираемся сражаться в битве, о которой ничего не знаем. Если никто не придет нападать на секту, значит ли это, что нам просто придется оставаться здесь бесконечно?» Многие из членов гильдии странников тут же начали высказывать свои протесты, услышав это, явно недовольные полученным ответом. Их миссия заключалась в защите секты священных марионеток, и личность врага не была четко указана, поэтому они шли на риск, принимая эту миссию. Конечно, их привлекла существенная награда, которую им обещали, и они также были вполне уверены в своих силах, но им все равно нужно было знать, кто их враги, чтобы они могли взвесить риски и выгоды и разработать наилучшую возможную стратегию. Если бы миссия оказалась слишком сложной или опасной для выполнения, то они предпочли бы отказаться от нее ценой уплаты штрафа, чем рисковать своими жизнями. Конечно, это был только наихудший сценарий. Целинь-3 раскрыла всем некоторые подробности миссии по пути в секту священных марионеток, но она упустила много ключевых моментов информации, и все думали, что на все их вопросы будут даны ответы по прибытии в секту священных марионеток.
Однако заместитель мастера секты, похоже, тоже была совершенно не в курсе, и это, естественно, было не очень обнадеживающим знаком. Целинь-9 и остальные ничего не говорили, но все они с ожиданием смотрели на Целинь-3, ожидая, что она заговорит. Что касается Ханьли, то его выражение лица оставалось неизменным, но он тоже чувствовал себя довольно ошеломленным. Однако перед тем, как отправиться в путь, он оценил силу секты священных марионеток, и его вывод заключался в том, что даже если бы среди захватчиков были существа стадии Золотого Бессмертного, учитывая его нынешнюю силу и способности, он все равно смог бы обеспечить самосохранение, поэтому он был одним из немногих присутствующих членов гильдии странников, кто сохранял спокойствие и хладнокровие. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, все. Все мы уже приняли это задание, поэтому нашей первоочередной задачей должно быть рассмотрение того, как лучше всего его выполнить. Конечно, если вы хотите отказаться от участия сейчас, вы можете это сделать, но согласно правилам гильдии, вам придется заплатить штраф в размере трехкратной награды в виде камней бессмертного происхождения, неторопливо сказала Целинь-3. Ее голос был не очень громким, но в нем чувствовался врожденный авторитет, и все члены гильдии странников, которые жаловались, обменялись взглядами, услышав это, прежде чем замолчать. Заместитель мастера секты, хотя это правда, что мы приняли это задание ради предлагаемой награды, поэтому мы обязаны выполнить его, но мы можем сделать не так много. Если вы не знаете, кто ваш враг, то я предполагаю, что ваша секта должна была сделать достаточные приготовления, верно? Спросила Целинь-3, поворачиваясь к женщине в дворцовом платье. Пожалуйста, потерпите меня, я не пытаюсь намеренно утаить какую-либо информацию. Вместо этого у меня действительно нет ответов на ваши вопросы. Наша секта только недавно узнала по некоторым надежным каналам, что некоторые силы собираются напасть на нашу секту священных марионеток. Наш мастер секты в настоящее время находится на другом континенте и не может вернуться вовремя, и поэтому я обратилась к привлечению внешних союзников. Я уже заявила в задании, что все, что вам нужно сделать, это помочь нашей секте пережить этот шторм, и продолжительность задания составляет 3 года. В течение этого времени все вы можете свободно совершенствоваться в нашей секте, как вам угодно, и даже если за эти 3 года не произойдет никакого вторжения врага, вы все равно получите свои награды в полном объеме, объяснила женщина в дворцовом платье. Услышав это, выражение лиц всех членов гильдии странников немного смягчилось. Кроме того, наша секта может быть небольшой, но она существует уже много лет, и ее, конечно, не так-то просто уничтожить. Несмотря на то, что мы не знаем, кто будут нашими врагами, и если они осмелятся вторгнуться, то мы обязательно дадим им хорошенько прочувствовать на себе бесчисленные ограничения, формации и марионетки нашей секты. Тем не менее, чрезмерная самоуверенность — это никогда не хорошо, поэтому в качестве меры предосторожности некоторые из основных учеников нашей секты уже эвакуированы, а все 3000 или около того членов секты, оставшихся на острове, это те, кто поклялся защищать нашу секту ценой своей жизни, продолжила женщина в дворцовом платье. Ханьли кивнул в ответ с задумчивым выражением лица, услышав это. Неудивительно, что он не видел много культиваторов на таком большом острове. Сколько из этих 3000 членов секты являются совершенствующимися истинными бессмертными? Спросил Целинь-9. Все остальные тут же тоже повернулись к заместителю мастера секты, и было ясно, что им тоже очень интересно услышать ответ на этот вопрос. Это была вполне понятная реакция. В битвах такого уровня культиваторы Золотого Бессмертного будут самыми могущественными существами на поле боя, но они часто подвергались многим ограничениям, поэтому чаще всего именно количество культиваторов в стадии истинного бессмертного, которыми обладала каждая сторона, было главным фактором, определявшим исход битв. На данный момент у нас более 30 культиваторов стадии истинного бессмертного. Помимо этих старейшин, которые сейчас с нами, есть еще несколько старейшин, которые размещены в ключевых точках на островах, и я уверена, что вы со временем встретитесь со всеми ими, объяснила женщина в дворцовом платье. Секта священных марионеток не была первоклассной сектой и, естественно, не могла сравниться с Дао Пылающего Дракона, поэтому было уже довольно примечательно, что у нее был мастер секты стадии Золотого Бессмертного и более 30 старейшин стадии Истинного Бессмертного. Среди сект того же калибра она уже должна была считаться довольно могущественной. В таком случае, в дополнение ко всем членам нашей гильдии странников, на острове находится не менее 50 культиваторов стадии Истинного Бессмертного. С таким грозным составом и целым рядом ограничений и оборонительных мер, установленных на острове, мы должны быть хорошо подготовлены к тому, чтобы справиться с большинством вторжений врага, заметил Целинь-3. Его слова мгновенно вселили чувство уверенности в сердце большинства присутствующих членов гильдии странников. В конце концов, она была лидером этой миссии, и ее малиновая маска отражала как ее силу, так и ее статус в гильдии странников.
Многие из присутствующих членов гильдии странников работали с членами в малиновых масках в прошлом, поэтому они знали, насколько грозными и опытными были эти высокопоставленные члены. Следовательно, все были готовы поддержать ее суждение. Хань Ли не разделял этого мнения. Вместо того, чтобы полагаться на суждения других, он доверял своей собственной силе. Итак, цель миссии ясна. Все, что нам нужно сделать, это защищать секту в течение 3 лет. Если вы хотите отказаться от миссии, это ваш последний шанс сделать это, объявил Целинь-3. К этому моменту волнения уже улеглись. Большинство членов гильдии странников уже поклялись довести миссию до конца ради награды, и колеблющееся меньшинство в конечном итоге тоже решило не отказываться от участия. «Очень хорошо», — заметил Целинь-3 с легким кивком, а затем снова повернулся к женщине в дворцовом платье и спросил, есть ли что-то особенное, что нам нужно сделать. Все старейшины нашей секты размещены на этом острове, поэтому у нас немного не хватает сил для защиты остальных 8 островов. На данный момент на каждом из этих островов размещен только 1 культиватор стадии истинного бессмертного или несколько стадий Великого Вознесения. Следовательно, нам потребуется ваша помощь в защите этих островов, ответила женщина в дворцовом платье. Услышав это, выражение лиц всех членов гильдии странников снова изменилось. Если у нас недостаточно сил, то почему бы нам не сосредоточить все свои силы на защите этого острова и просто оставить остальные острова, а затем вернуть их, когда кризис закончится? Спросил Целинь-9, поднимая вопрос, который волновал всех. Главный остров явно был наиболее вероятным местом нападения врага, поэтому все не могли не испытывать легкого подозрения по поводу такого решения. Однако Хань Ли это нисколько не показалось странным. По сути, они были наемниками секты священных марионеток, поэтому, естественно, должны были быть размещены на передовой. Они никак не могли ожидать, что просто устроятся в уютных бункерах на главном острове и заработают такую огромную награду. Конечно, у заместителя мастера секты определенно были и другие причины для такого решения. По правде говоря, 8 островов формации образуют самую грозную оборонительную линию нашей секты, и если мы сможем сохранить их под защитой, то до некоторой степени сможем сохранить преимущество над врагом. Следовательно, эти острова нуждаются в дополнительной защите. Кроме того, даже если бы я поручила вам всем управлять всеми формациями и ограничениями на главном острове, вы не обязательно справились бы с этой задачей, объяснила женщина в дворцовом платье. Услышав это, все просветлели. Нас всего 16 человек, как вы планируете нас распределить? Спросила Целинь-3. Женщина в дворцовом платье, похоже, уже предвидела этот вопрос и ответила, из 8 островов формации только 1 защищают 2 старейшины стадии истинного бессмертного, а остальные 7 островов потребуют дополнительного подкрепления. Что касается того, как распределить всех, то я оставлю это на ваше усмотрение, товарищ Даос Целинь-3. Поразмыслив, Целинь-3 сказала, в таком случае, все вы можете разбиться на пары и выбрать остров для защиты, а Целинь-11 останется на главном острове со мной. Все тут же согласились с этим решением без возражений, включая Хань Ли, но его сердце слегка затрепетало, услышав это. Похоже, Целинь-3 изо всех сил старается присмотреть за Байсюань, так что, может быть, она знает о ее истинном уровне совершенствования. Или, может быть, они знакомы за пределами гильдии странников. С этой мыслью в его голове начала формироваться смелая теория о личности Целинь-3. Как раз в этот момент в голове Хань Ли раздался знакомый голос. Как оказалось, Сюншань связался с ним посредством голосовой передачи. Как насчет того, чтобы мы с тобой сформировали команду, чтобы защищать один из островов? Товарищ Даос Змей-15, я как раз собирался предложить то же самое. Ранее работая с Целинь-9, Хань Ли, естественно, знал о его силе и был более чем счастлив принять это предложение. Несколько минут спустя все вышли из зала парами, прежде чем их повели к окружающим островам старейшины секты священных марионеток. «Пойдем, товарищ Даос Змей-15», — сказал Целинь-9, подходя к Хань Ли, на что Хань Ли кивнул в ответ, ничего не говоря. С этим их повели на юго-запад пожилой мужчина с белой бородой. Глава 283. Предок клана Бай. Вскоре троица Хань Ли прибыла в воздушное пространство над круглым островом, прежде чем спуститься к его поверхности. Остров был не очень большим, всего несколько сотен километров в радиусе, и единственными заметными достопримечательностями на нем были несколько невысоких гор и небольшое озеро, что придавало ему несколько бесплодный вид. На этих горах и озеро виднелись редкие красные здания, а земля в центральной части острова была довольно неровной, изрытой желобами шириной около 3 метров каждый. Эти желоба были соединены друг с другом, образуя полный набор узоров, в центре которого возвышалась круглая белая пагода высотой около 300 метров с теми же узорами, выгравированными на ее поверхности.
Старик с белой бородой привел дуэт Ханьли к пагоде, окруженной более чем 100 культиваторами, которые были разделены на 3 команды для патрулирования территории посменно, и все эти культиваторы остановились, чтобы отдать уважительные приветствия при виде старика. У входа в пагоду находился полупрозрачный световой барьер, и бородатый старик вытащил значок секты священных марионеток, чтобы выпустить вспышку белого света. Только тогда световой барьер исчез, предоставив троице вход. Только войдя в пагоду, Ханьли обнаружил, что она больше, чем казалось снаружи. Весь интерьер пагоды был выдолблен, и на окружающих стенах было выгравировано около дюжины массивных рун в форме капель воды. В центре каждой руны был вставлен полупрозрачный голубой духовный камень, и все они были высококачественными духовными камнями или выше. Все руны на стенах были соединены с квадратной каменной платформой, которая была примерно в половину роста взрослого человека и располагалась в центре пагоды на земле. На поверхности платформы была выгравирована табличка формации, которая испускала мягкое белое свечение. Вокруг каменной платформы находились 8 более коротких каменных платформ, расположенных прямо у стен, на каждой из которых сидел культиватор стадии Великого Вознесения. Все эти культиваторы сидели со скрещенными ногами и закрытыми глазами, не проявляя никакой реакции на прибытие троицы Ханьли. Рядом с главной каменной платформой стоял молодой человек, одетый как лесоруб. Он, похоже, тоже был культиватором стадии Великого Вознесения, и в этот момент он смотрел на табличку формации, нахмурив брови и с довольно ошеломленным выражением лица. Только почувствовав прибытие троицы Ханьли, он пришел в себя и спросил, что вы здесь делаете, старейшина Чу? Разве вы не присматриваете за запретной зоной за горой, старейшина Ци, эти 2 товарища Даоса, союзники, завербованные нашей заместителем мастера секты? Они будут размещены здесь с вами, и мне поручили привести их сюда, ответил бородатый старик. «Понятно», — ответил молодой человек, кивнув. С этим бородатый старик удалился, а молодой человек отдал честь дуэту Ханьли, сказав: «Меня зовут Ци-Хэн». «Могу я узнать ваши имена, старшие?» «Я Целинь-9», — ответил Целинь-9, указывая на номер на своей маске. Ханьли также ответил тем же: «Я Змей-15». На самом деле он уже довольно давно наблюдал за этим молодым человеком, и он почувствовал очень слабое чувство знакомства при виде его, но не смог вспомнить, встречались ли они когда-либо раньше. Трое кратко обменялись несколькими ничего не значащими фразами, после чего Ци-Хэн сказал: «На острове есть несколько свободных пещерных резиденций рядом с озером, в которых вы можете остановиться. Во время вашего пребывания здесь вы можете ходить по острову, куда вам заблагорассудится, но будьте осторожны, чтобы не запустить какие-либо ограничения. Мне все еще нужно следить за делами здесь, так что я не буду сопровождать вас к озеру». Дуэт Ханьли кивнул в ответ, а затем покинул пагоду, чтобы вместе отправиться к озеру. В конце концов, они намеренно выбрали пещерные резиденции довольно далеко друг от друга, одна из которых расположена к западу от озера, а другая — на востоке. Восточная сторона озера была немного богаче растительностью, и там находился двор с красными стенами и черной черепицей. Прибыв к входу во двор, Ханьли обнаружил, что на воротах выгравированы руны, что ясно указывало на то, что здесь также были установлены ограничения. Однако тот факт, что Ци-Хэн не сопровождал их сюда, указывал на то, что они должны были быть в состоянии обойти эти ограничения без посторонней помощи. Подумав об этом, он подошел к воротам, прежде чем толкнуть их, и, конечно же, они распахнулись, не оказывая никакого сопротивления. Войдя во двор, Ханьли обнаружил, что его обстановка и планировка мало чем отличались от дворов смертных, но по всему двору в незаметных местах были разбросаны крошечные формации. Например, под каменным столом в центре двора находился небольшой очищающий массив, который время от времени активировался сам по себе, чтобы убрать всю пыль, опавшие листья и ветки во дворе. Внутри зала находилась пара слуг, мужчина и женщина. Оба они казались довольно молодыми, с нежной кожей и румяными губами, представляя собой очень приятное зрелище, но Ханьли с одного взгляда понял, что это всего лишь марионетки, а не живые люди. Это была всего лишь пара слуг, поэтому, естественно, это были марионетки не особо высокого уровня, но в том, как они были изготовлены, все еще были некоторые уникальные аспекты, которые были довольно интригующими для Ханьли. Он уже был довольно искусным мастером в искусстве управления куклами, но большая часть его знаний в этой области была накоплена в царстве духов. Марионетки царства бессмертных сильно отличались от марионеток царства духов как по используемым материалам, так и по мастерству изготовления, поэтому это была хорошая возможность для него узнать что-то новое. В конце концов, если он хотел вернуть Даоса Се в прежнее состояние, его нынешнего мастерства в изготовлении марионеток, скорее всего, было бы недостаточно. Более 2 лет пролетели в мгновение ока. За это время в секте священных марионеток все было довольно спокойно, и никаких врагов не появлялось.
Однако вся секта все еще находилась в состоянии повышенной боевой готовности, но образ мышления всех членов гильдии странников уже несколько изменился. Хань Ли и Целинь 9 шли бок о бок по небольшой тропинке вдоль озера, направляясь к близлежащей горе. Прошло уже более 2 лет, а ничего не произошло. «Возможно, мы сможем выполнить эту миссию с неожиданной легкостью, товарищ Даос Змей-15», сказал Целинь 9 расслабленным голосом с улыбкой на лице. «Естественно, было бы идеально, если бы оставшаяся часть миссии прошла так же мирно», ответил Хань Ли с собственной улыбкой, бросая взгляд на чистое голубое небо. За эти 2 года он исследовал каждый дюйм этого острова, отслеживая все скрытые формации и марионетки, прежде чем тщательно осмотреть их несколько раз. Он также время от времени ходил к круглой пагоде, чтобы наблюдать за рунами на ее поверхности. В результате он довольно хорошо познакомился с Цихеном, и они время от времени обсуждали некоторые вопросы, связанные с кукловодством. Уровень культивации Цихена был не особенно высок, но он был довольно искусным мастером в искусстве кукловодства, и он был рад поговорить с Ханьли, но он был крайне скрытен, когда речь заходила о каких-либо вопросах, связанных с секретами секты. Тем временем в секретной палате на главном острове секты священных марионеток. Заместитель мастера секты сидела на каменном стуле в синем дворцовом платье. Вуаль на ее лице была снята, открывая ее великолепные черты лица, а в ее глазах был мягкий взгляд. Перед ней сидела никто иная, как Бай Суюань, но она тоже сняла свою кроличью маску, чтобы предстать перед заместителем мастера секты в своем истинном облике. «Суюань, ты можешь подумать, что я жестока, отказавшись от нашего клана, но у меня есть на это свои причины. С тех пор, как я покинула до Пылающего Дракона и континент Древнего Облака, я порвала все связи со всем, что там было, и за все это время я ни разу не возвращалась», сказала заместитель мастера секты с оттенком извинения в голосе. «Если ты порвала все связи, то почему ты послала кого-то за мной?» Спросила Бай Суюань равнодушным голосом. Ей открылось, что эта женщина — никто иная, как ее предок, Бай Фэньи, но она не могла заставить себя почувствовать какую-либо близость к этому человеку. Всякий раз, когда она думала о том, как ее дедушка был убит тем небесным дьяволом, чтобы она могла сбежать, она обнаруживала, что ей трудно простить Бай Фэньи за то, что она бросила их клан. Если бы Бай Фэньи не исчезла без следа, возможно, она смогла бы спасти их клан и предотвратить все последовавшие за этим трагедии. Как раз в этот момент Целинь-3, которая также присутствовала в комнате, слабо вздохнула. Фэньи не виновата во всем этом. Обстоятельства, которые привели к ее уходу все те годы назад, были очень сложными, и как ее наставница, я должна взять на себя основную тяжесть вины. Так же, как и Бай Суюань, она тоже сняла свою маску гильдии странников, чтобы показать свои потрясающие черты лица, и она была никем иным, как одним из 13 лордов Да, стадии Золотого Бессмертного, Да, Пылающего Дракона, Юнни. Наставница, Бай Фэньи и Бай Суюань одновременно позвали. «Как же ты глупа, моя ученица! Ты думала, что мы с ним сойдемся после твоего ухода, но ты не учла того факта, что он ублюдок и трус. Я просила его пойти со мной, чтобы помочь тебе в этот раз, но он сказал, что не знает, как смотреть тебе в глаза, и не смеет прийти и увидеть тебя», сказала Юнни с кривой улыбкой. «Это очень похоже на него», усмехнулась Бай Фэньи. «О ком вы говорите, наставница?» Не удержалась от вопроса Бай Суюань. Когда-то он был лихим и красивым бессмертным, но теперь он не более чем неряшливый старый пьяница, так что нет необходимости тратить наше время на разговоры о нем, усмехнулась Юнни, но на ее губах играла легкая улыбка, когда она говорила. Несмотря на то, что она говорит, она все равно не может сдержать улыбку, когда думает о нем. Похоже, чувства наставницы к нему совсем не изменились, вздохнула про себя Бай Фэньи, увидев это. Кстати, прошло уже более 2 лет, а ничего не произошло. Может быть, что-то изменилось? Внезапно спросила Юнни. Информация, которую мы получили, определенно надежна. Я боюсь, что чем больше времени враг тратит на подготовку, тем яростнее будет их нападение, когда они наконец придут, ответила Бай Фэньи, слегка нахмурив брови. Если они нападут ровно через год, ты, скорее всего, не сможешь собрать столько культиваторов в стадии истинного бессмертного в такой короткий срок, даже через гильдию странников. Что ты тогда будешь делать? Спросила Юнни. Наш мастер секты должен вернуться к тому времени, и с его уровнем культивации, и той бессмертной марионеткой мы должны справиться с этим кризисом даже без помощи гильдии странников, ответила Бай Фэньи. Юнни кивнула в ответ, и она как раз собиралась что-то сказать, когда ее выражение лица внезапно слегка изменилось. Сразу же после этого раздался оглушительный грохот, и вся секретная палата начала сильно дрожать. Юнни и Бай Фэньи обменялись взглядами, и первая тут же надела свою маску гильдии странников. Бай Суюань поспешно сделала то же самое, увидев это, и все трое вместе выбежали из секретной палаты.
Глава 284. Другая скрытая сила. Погода изначально была довольно ясной и хорошей, но внезапно над главным островом секты священных марионеток сошлись огромные темные облака. Темные облака простирались на тысячи километров и спускались на такую низкую высоту, что практически соприкасались с морем внизу. Внезапно на остров как будто опустилась ночь, и порывы воющего ветра пронеслись над морем, поднимая огромные волны. Троица Юнь не прибыла на площадь перед секретной комнатой и обнаружила, что темные облака наверху непрерывно клубились, в них сверкали молнии, а в небе висело несколько десятков массивных золотых и черных духовных лодок, нагруженных людьми, напоминающих ряд плавучих крепостей. В отличие от обычных летающих духовных лодок, каждая из этих лодок несла черную платформу высотой более 30 метров, на которой были выгравированы всевозможные руны, что придавало им вид алтарей. Выражение лица Байфэньи слегка изменилось при виде этого, и она взмахнула рукой в воздухе, чтобы вызвать каменную плиту формации, а затем провела по ней пальцем несколько раз, давая указания: «Активируйте все защитные механизмы и готовьтесь к битве». Как только это указание было отдано, по всему главному острову и 8 окружающим островам разнесся пронзительный визг. Сразу же после этого зажглись духовные узоры на всех серых каменных столбах на острове, а также были активированы все формации, выгравированные на земле и зданиях всего острова. Раздались громкие раскаты, когда весь главный остров начал сильно дрожать, а его ландшафт начал претерпевать радикальные изменения. С вершины самой высокой горы на острове поднялось густое облако дыма, и вся вершина горы медленно опустилась в чрево горы, открывая огромную дыру. Из дыры в унисон поднялись сотни летающих кораблей, усеянных золотыми духовными узорами, парящих в воздухе в ожидании битвы. На излучине реки поток воды был увлечен под остров массивным проходом, который внезапно появился, и на дне реки появились вспышки золотого света, когда была обнаружена серия массивных марионеток, похожих на черепах. Руны на телах этих марионеток начали светиться ослепительным сиянием, высвобождая вспышки грозных флуктуаций духовной силы водного атрибута. В лесу на втором уровне острова непрерывно раздавался треск деревьев, когда на открытое пространство выбежала серия марионеток, похожих на тигров и леопардов. Каждая из этих марионеток была около 3 метров высотой, и они собрались на краю второго уровня острова, беззвучно рыча в небо. Несколько старейшин стадии истинного бессмертного прилетели на площадь со всех концов острова, и каждого из них сопровождало несколько десятков учеников и сотни человекоподобных марионеток. Некоторые важные районы острова также были взяты под защиту армии учеников и марионеток, возглавляемых еще большим количеством старейшин стадии истинного бессмертного. В течение не более чем 10 секунд после первого признака беспорядков все ограничения на главном острове были активированы, и все были готовы к битве. Тем временем море вокруг главного острова бурлило, закручиваясь вокруг 8 меньших островов, образуя серию массивных вихрей. В вихрях ярко светилось белое свечение, а белые пагоды, стоящие на этих островах, напоминали маяки на поверхности моря, испуская ореолы ослепительного света, освещавшего всю окружающую местность. Хань Ли и Целинь-9 уже вернулись на площадь перед пагодой и стояли среди культиваторов секты священных марионеток, размещенных на острове. В глазах Хань Ли вспыхивал синий свет, когда он смотрел на темные облака в небе, и он мог ясно видеть некоторые человеческие фигуры, стоящие над облаками. У всех этих людей лица были закрыты кусками черной ткани, и они были одеты в черные плащи, довольно похожие на тот, что носил Целинь-9. Однако по краям рукавов и воротников у них была золотая вышивка, а на груди у каждого из них был вышит крестообразный узор. Этот узор не был незнаком Хань Ли, так как он ранее видел его на значке вездесущего павильона, который он получил от Пинь Йоцзы. «Не думал, что мы столкнемся с людьми из вездесущего павильона», пробормотал Хань Ли про себя. Строго говоря, они не из вездесущего павильона. Вместо этого они были просто собраны приказом вездесущего уничтожения, поправил Целинь-9. «Что ты имеешь в виду, товарищ Даос Целинь-9?» — спросил Хань Ли с озадаченным выражением лица. Как одна из самых могущественных скрытых сил в Северном ледниковом регионе бессмертных, вездесущий павильон на самом деле довольно схож по своей природе с нашей гильдией странников, за исключением того, что они в основном сосредоточены на областях разведки и убийств. Кроме того, миссии, которые они принимают и выпускают, открыты для всех, а не только для членов организации. Другими словами, любой может выпускать миссии, если у него достаточно денег, и любой может принимать их миссии, если он уверен в своих силах. Любой, кто выпускает или принимает миссию вездесущего павильона, считается элементарным членом, поэтому их организация не такая строгая и жесткая, как наша гильдия странников. В результате их внутренние отношения гораздо более сложны и запутаны, объяснил Целинь-9.
Значит, ты хочешь сказать, что даже члены гильдии странников могут выпускать и принимать миссии вездесущего павильона, и что эти люди были собраны чем-то под названием «Приказ вездесущего уничтожения»? Спросил Ханли. Верно. Приказ вездесущего уничтожения — это приказ, который выдается для уничтожения всей секты или клана, и его выпуск стоит очень дорого. Он собирает силу со всего региона бессмертных, чтобы нацелиться на секту или клан, и все, кто участвует в миссии, смогут оставить себе всю добычу, которую они соберут во время операции по уничтожению, не опасаясь никаких последствий, объяснил Целин-9. Ханли просветлел, услышав это. Самым страшным в таком приказе было то, насколько он был привлекателен для огромного количества странствующих культиваторов в регионе бессмертных, особенно тех, кто находился на стадии Великого Вознесения или ниже и застрял в узких местах, но при этом испытывал недостаток в ресурсах для совершенствования. И если бы они ничего не делали, их жизненный срок в конечном итоге все равно истек бы, поэтому было бы логично, чтобы они пошли на риск и ухватились за любые возможности, которые им представились. Как только такие люди, как они, принимали миссию вездесущего павильона, их личности были бы защищены вездесущим павильоном, и это позволяло им действовать без каких-либо ограничений, поэтому они часто были гораздо более жестокими и безжалостными в своем нападении на секту или клан, на которые они нацелились, как для того, чтобы обеспечить больше ресурсов для совершенствования, так и для того, чтобы выплеснуть негодование и зависть, которые они питали к этим учреждениям. На протяжении своей долгой истории секта священных марионеток накопила астрономическое богатство только от продажи марионеток, что сделало ее чрезвычайно привлекательной целью для этих отчаявшихся культиваторов. Пока они разговаривали друг с другом, земля под их ногами внезапно начала сильно дрожать, и желоба в земле быстро заполнились белым светом, который тек, как расплавленное серебро. По всему острову раздавались раскаты, и на земле вокруг площади начало появляться кольцо массивных трещин, отделяющих территорию вокруг пагоды от остальной части острова. Сразу же после этого эта изолированная область быстро поднялась на несколько сотен метров. Ханли поднялся в воздух, прежде чем бросить взгляд на остров, чтобы обнаружить, что вся центральная часть острова поднялась от остальной части острова, превратившись в массивную каменную марионетку. Марионетка напоминала огромного воина, который был сделан из материала, похожего на белый нефрит, но твердого, как сталь, и он владел гигантской серебряной саблей длиной в несколько сотен метров, усеянной духовными узорами, которые испускали удивительные острые флуктуации. То же самое произошло на всех остальных островах формации, и некоторые из гигантских марионеток напоминали первобытных гигантских обезьян, некоторые — гигантов, одетых в каменные доспехи, а некоторые были похожи на массивных волков. В любом случае, все они имели разные формы, и в дополнение к этому, цвета и формы духовных узоров на их телах также были разными. Некоторые были темно-желтыми и образовывали круги вокруг туловища марионетки, некоторые были малиновыми и драпировались на руках и теле марионетки, как полоски красного шелка, а некоторые были черными и красовались на груди марионетки, как татуировки. В этот момент на чернильно-черной духовной лодке, высоко в небе среди темных облаков бок о бок стояли 3 фигуры. У одного из них был чрезвычайно длинный и глубокий шрам на лице, проходящий через левую часть лба к правому глазу, а затем вниз по щеке, где остальная часть его была скрыта черной тканью, закрывавшей лицо. Справа от него стоял молодой человек со стройным телосложением и мечом на поясе. Половина его лица также была скрыта за черной тканью, но кожа на открытой половине его лица была белой, как нефрит, а под его густыми бровями была пара ярких и пронзительных глаз. Оба они обладали невероятно грозной аурой, которая указывала на то, что они были культиваторами стадии Золотого Бессмертного. Третьей фигурой был коренастый мужчина с слегка желтым цветом лица. Он был ростом почти 3 метра, и, несмотря на то, что он был одет в плащ с капюшоном, перед его лбом можно было увидеть темно-лазурный металлический блеск, указывающий на то, что он носил какой-то металлический головной убор. Он был всего лишь на вершине стадии истинного бессмертного, но он был способен стоять рядом с этой парой золотых бессмертных, и это было явным признаком того, что он был необычным истинным бессмертным. «Вы довольны приготовлениями, сделанными нашим вездесущим павильоном, товарищ Дао Слу Цзи?» — спросил мужчина со шрамом на лице, обращаясь к светлокожему молодому человеку рядом с ним. «Я заплатил такую высокую цену, чтобы воспользоваться услугами вашего вездесущего павильона именно из-за огромного влияния вашей организации, но я все еще довольно удивлен, что вы смогли собрать так много людей». Сказав это, не слишком ли разнообразны уровни совершенствования этих людей? Сколько силы может иметь такая разношерстная группа культиваторов? Ответил молодой человек по имени Лу Цзи.
Хотя это правда, что эти духовные лодки несли от 2 до 3 тысяч культиваторов, среди них было менее 50 культиваторов истинного бессмертного, а остальные состояли из культиваторов Великого Вознесения и даже довольно большого количества культиваторов интеграции тела и пространственного закаливания, поэтому было бы неверно называть их разношерстной группой. Все эти люди — странствующие культиваторы, и всем им пришлось пробиваться вверх по тернистой тропе, чтобы достичь своего нынешнего уровня культивации, поэтому среди тех, кто имеет одинаковый уровень культивации, нет никаких шансов, что они будут уступать этим слабакам из секты священных марионеток, которые только и умеют что делать марионеток, ответил мужчина со шрамом на лице с улыбкой. Я не думаю, что сейчас подходящее время для болтовни между собой, товарищи даосы. Я пришел на континент Древнего Облака с миссией от своего хозяина, так что давайте покончим с делами здесь как можно скорее, товарищ Даос Сюйхань, внезапно сказал желтолицый мужчина. Не нужно так торопиться, товарищ Даос Чжун Луань. До этого момента мы проводили лишь легкое зондирование. Теперь, когда они раскрыли все свои средства защиты, и мы можем подтвердить, что их оборонительные меры идентичны тем, что изложены в собранных нами разведданных, мы можем действовать в соответствии с нашим первоначальным планом. Однако не забывайте, о чем мы договорились ранее, как только попадем в секту священных марионеток, усмехнулся мужчина со шрамом по имени Сюйхань. Можете не переживать, товарищ Даос, равнодушным голосом ответил Чжун Луань. Глава 285. Пробитый массив. Мужчина со шрамом по имени Сюйхань медленно повернулся, услышав это, а затем приказал: «Встаньте в строй и атакуйте». Группа фигур позади него дала коллективный утвердительный ответ, прежде чем улететь, и вскоре все десятки духовных лодок, висящих в темных облаках, резко спикировали вниз. В то же время они двигались во всех направлениях, вперед, назад, влево и вправо, как будто солдаты занимали свои позиции в заранее заданном строю, и все духовные лодки быстро выстроились в кольцевой строй. Сразу же после этого раздался раскат громового пения, и десятки черных платформ на духовных лодках начали дрожать в унисон. Золотые узоры, выгравированные на них, также засветились ослепительным сиянием, испуская мощные энергетические колебания. Раздался оглушительный грохот, когда все платформы на духовных лодках вздрогнули в унисон, после чего из каждой из них вырвался золотой столб света прямо в море темных облаков наверху. Море облаков мгновенно начало бурлить, в нем замерцали следы золотого света, и сразу же после этого появилась огромная проекция круглой плиты. Проекция имела радиус более 3 километров и была усеяна странными узорами, которые излучали ослепительный золотой свет. Внезапно раздался грохот, похожий на серию раскатов грома, и все море облаков начало бурлить, как кипящая вода. Из проекции вырвалась серия гигантских огненных шаров размером с жернов с палящим золотым пламенем, горящим на их поверхности, а затем обрушилась на главный остров секты священных марионеток и 8 островов вокруг него. Тысячи золотых огненных шаров падали вниз с длинными огненными хвостами позади них, напоминая всемогущий метеоритный дождь. Все небо как будто было охвачено золотым сиянием, и даже темные облака получили золотую подкладку. Однако все эти огненные шары были остановлены на расстоянии около 30 километров над главным островом, как будто они внезапно врезались в невидимую стену, и они яростно взорвались, разбросав во все стороны бесчисленные золотые искры. Когда взрывы раздавались один за другим, появился почти прозрачный полусферический световой барьер. На его поверхности вспыхивал лазурный свет, и постоянный поток взрывающихся огненных шаров заставлял рябь непрерывно пробегать по световому барьеру. На световом барьере один за другим появлялись массивные кратеры, но он отскакивал и возвращался к своей первоначальной форме среди вспышек лазурного света, и он был способен сохранять свою целостность против шквала огненных шаров. На площади на главном острове секты священных марионеток все с напряженными лицами смотрели в небо. Они не смогут долго выдерживать такое яростное нападение. «Сколько еще продержится ваша защитная формация?» — спросила Юнни, стоя рядом с Бай Фэньи. Бай Фэньи на мгновение задумалась над вопросом, а затем ответила: «Если это все, с чем нам придется иметь дело, то у нас не должно возникнуть никаких проблем». Однако не успела она закончить фразу, как духовные узоры на массивной проекции плиты в темных облаках исчезли, и буря золотых огненных шаров утихла. Вот и все были несколько озадачены таким поворотом событий. Однако затем золотая проекция плиты немедленно начала работать снова, и на этот раз она выпускала еще большие золотые огненные шары, которые падали вдвое быстрее, чем раньше, набирая огромный импульс вниз. Раздался оглушительный грохот, когда золотой огненный шар рухнул вниз. Защитный световой барьер сильно вздрогнул, когда на его поверхности появилась огромная вмятина, и в отличие от легкой ряби, теперь по световому барьеру катились бурные волны.
Прежде чем световой барьер успел восстановиться, несколько сотен золотых огненных шаров обрушились один за другим, и весь световой барьер полностью деформировался, как будто он вот-вот рухнет. Похоже, формация не продержится долго. Как только начнется битва, я смогу взять на себя только одного из двух вражеских золотых бессмертных. «Что ты будешь делать с другим?» — спросила Юнни. «Я придумаю способ сдержать другого золотого бессмертного. Наши культиваторы и марионетки превосходят их по численности, поэтому, если мы сможем быстро убить как можно больше их культиваторов, истинного бессмертного, мы сможем серьезно подорвать их боевой дух», — ответила Бай Фэньи. Действительно. Эти люди объединились исключительно ради прибыли, поэтому, если мы сможем заставить их отступить, они тут же рассыплются, как песок. Следовательно, мы должны идти в Арбанг с самого начала и сокрушить их с самого начала. Только тогда у нас будет шанс одержать победу, сказала Юнни. Бай Фэньи кивнула в ответ, затем вызвала табличку формации и отдала в нее ряд устных инструкций. На духовной лодке высоко в небе Сюй Хань смотрел вниз на формацию на острове с легким удивлением на лице. Эта формация прочнее, чем я ожидал. Товарищ Даос Луцзи, похоже, нам придется побеспокоить вас, чтобы вы оказали нам честь. Луцзи не ответил, лишь молча кивнул в ответ, прежде чем вылететь из духовной лодки, где он завис в воздухе. Затем он снял серебряный длинный меч, пристегнутый к его поясу, держа ножны в одной руке, а указательным и средним пальцами другой руки, осторожно проводя по рукояти меча. Раздался резкий лязг, когда серебряный длинный меч вылетел из ножен, прежде чем подняться к темным облакам над головой. Круг белой ци меча, видимый даже невооруженным глазом, начал бешено кружиться вокруг меча, мгновенно пробив в темных облаках в небе гигантскую дыру радиусом в несколько сотен метров. Сквозь дыру прошел луч яркого солнечного света, осветив всю область вокруг Луцзи и сделав его похожим на величественного бессмертного меча. Взгляды всех внизу невольно притянулись к нему, и Хань Ли также смотрел на огромную дыру в облаках, стоя рядом с гигантской каменной марионеткой на острове, на котором он и Целинь-9 были размещены. Меч поднялся, но не опустился. Феномен, созданный поднимающимся мечом, на самом деле не был таким уж удивительным, но, учитывая опыт Хань Ли в искусстве меча, он смог увидеть то, чего не видели другие. Концентрация и острота ци меча вокруг летающего меча были не похожи ни на что, что он когда-либо видел раньше, и у него было такое чувство, что как только меч упадет, он сделает это с разрушительным эффектом. Конечно же, всего несколько мгновений спустя в темных облаках вспыхнул ослепительный серебряный свет, и раздалась серия громких звуков, отличных от раскатов грома, когда в воздухе начала распространяться зловещая аура. В глазах Хань Ли вспыхнул синий свет, когда он бросил взгляд на небо, и он обнаружил полосу чистейшего белого света меча длиной более 3 километров, стоящую среди облаков, как массивная гора. Полосы ци меча бешено кружились вокруг нее, и непрерывно раздавались раскаты, напоминающие те, что можно услышать при лавине. В следующее мгновение полоса белого света меча опустилась, как заснеженная гора, обрушивающаяся на море темных облаков. Слои облаков таяли, как снег и лед, перед лицом света меча, и быстро возникло массивное отверстие шириной более 30 километров. Полоса света меча выглядела так, как будто собиралась разрезать все небеса пополам, и она опустилась с непостижимой силой на световой барьер внизу, который уже был сильно деформирован от шквала огненных шаров. Раздался оглушительный грохот, когда в защитном световом барьере появилась огромная вмятина, быстро растянувшаяся на несколько километров в длину, прежде чем удлиниться еще больше. Световой барьер уже был близок к истощению, и он не смог вернуться к своей первоначальной форме, яростно взорвавшись и распавшись на бесчисленные световые пятна. Однако массивная полоса света меча, разрушившая световой барьер, едва замедлилась, продолжая снижаться. Внезапно с главного острова в небеса вырвалась вспышка ослепительного белого света, и появилась огромная белая проекция цветка снежного лотоса, столкнувшаяся со светом меча в десятках километров в небе, что привело к мощному взрыву. Мощные ударные волны мгновенно распространились во всех направлениях, поднимая огромные волны в окружающем море в радиусе 1000 километров. Все культиваторы, собранные вездесущим павильоном на десятках духовных лодок в темных облаках, разразились восторженными криками при виде разрушенного защитного барьера, и их глаза светились, как будто они уже видели бесчисленные духовные камни, ожидающие их грабежа. Теперь, когда защитная формация разрушена, то сколько вы сможете разграбить из секты священных марионеток, будет зависеть от вас, товарищи даосы, гоготнул Сюй Хань. Как только его голос затих, бесчисленные фигуры тут же спрыгнули с черных духовных лодок в темных облаках и спикировали прямо на главный остров внизу, как стая голодных ворон. Однако как раз в тот момент, когда они приближались к острову, духовные узоры на телах 8 гигантских марионеток, расположенных вокруг главного острова, внезапно зажглись.
Столбы света разных цветов толщиной в сотни метров вырвались из пагод на головах гигантских марионеток, прежде чем сойтись к главному острову, где они соединились, образуя разноцветный световой барьер, охвативший весь остров. Сотни или около того культиваторов вездесущего павильона, которые шли в авангарде, поспешно попытались остановить свое снижение, но не смогли справиться с собственным импульсом и врезались прямо в световой барьер. За исключением нескольких истинных бессмертных, которые смогли вовремя призвать защитные сокровища и были лишь отброшены при столкновении со световым барьером, все остальные культиваторы мгновенно обратились в пепел, оставив в воздухе лишь едкие клубы черного дыма. Этот второй защитный барьер остановил всех культиваторов вездесущего павильона на месте, и они быстро рассредоточились во всех направлениях с настороженным выражением лиц. Как раз в этот момент Байфэн Yi скомандовала: «Вступайте в бой с врагом». Полосы света поднялись со всех окружающих островов, когда бесчисленные фигуры взмыли в небо вокруг разноцветного светового барьера, устремляясь прямо к культиваторам вездесущего павильона. За ними немедленно последовали несколько сотен механических летающих кораблей, которые устремились прямо к черным духовным лодкам наверху. Тем временем некоторые важные места на островах все еще охранялись некоторыми культиваторами и марионетками на случай внезапных нападений. «Я иду вперед», — сказала Юнни Байфэн Yi, а затем поднялась с главного острова. Байфэн Yi обернулась, чтобы взглянуть на Байсюань и остальных со сложным выражением в глазах, а затем дала указание: «Обязательно оставайтесь здесь и никуда не уходите». После этого она тоже поднялась в воздух за Юнни. Высоко в небе Лу Цзи смотрел вниз и увидел, как массивная проекция цветка снежного лотоса быстро поднимается к нему снизу. Его выражение лица осталось неизменным, когда он поднял руку высоко вверх, прежде чем сделать манящий жест, и серебряный длинный меч спикировал вниз из гигантской дыры в темных облаках, прежде чем приземлиться в его руке. Друзья, эти главы — мясорубка за ресурсы. Хань Ли на 3-летнем контракте защиты секты священных марионеток. Защитники ждут осады, он изучает слуг, идеальные марионетки с золотыми узорами на пальцах. 8 островов оживают в големов, обезьяны, быки размером с гору, волки. Враг — павильон вездесущего уничтожения, толпа наемников за лутом, сначала метеоритный дождь фаерболов, золотой бессмертный Луций рубит мечом первый барьер, толпа врывается и натыкается на второй, скрытый, сотни влетают и сгорают в пепел. Секта контратакует, сотни летающих кораблей, водяные марионетки, черепахи, леопарды. Полномасштабная битва золотых бессмертных. Что дальше? Кто сломается первым? Думаете, наемники дрогнут от ловушек или секта потеряет острова? Пишите, готовлю продолжение.